Повышение артериального давления, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени, заболевания почек, вымывание кальция из организма. Все это из-за соли? Да, но не совсем. Повышенное употребление соли приводит к повышению артериального давления. Это факт. Натрия приводит к задержке жидкости в организме и активизирует адреналин и норадреналин, и чувствительность к адреналину и норадреналину. Увеличивается объем циркулирующей крови, сужаются сосуды, и это приводит к увеличению артериального давления. Повышение артериального давления может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это логично. Но есть второе видение. Недостаточное употребление соли приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, и это связано с ренин-ангиотензин-альдостероновой системой. Поэтому, как вы сами можете понять, не все так однозначно. Давайте разбираться. Очевидно, соль – необходимый продукт. Но сколько мы соли употребляем ежедневно? Здесь возникает очень много споров. Вы не должны забывать, что сами первичные продукты, картошка, зелень и так далее, тоже в своем составе имеют натрий, то есть соли. И еще нужно подчеркнуть о том, что все продукты, колбасы, сосиски, разные беконы, соевый соус, кетчуп, аджика, все состоит из повышенного содержания соли. И плюс мы еще в салат, в еду добавляем пищевую соль дополнительно. И посчитайте, сколько соли, сколько грамм мы съедаем за день. Поэтому необходимо, крайне необходимо снижать потребление соли до нормы. Да, сначала, конечно, все это очень сложно. Я это понимаю, потому что у нас привычка сильнее нас, и мы все это делаем неосознанно. Но если вы хотите вести здоровый образ жизни, вы должны к этому относиться осознанно и постепенно снижать потребление соли. Для начала уберите все продукты, которые вам не приносят никакой пользы. Их называют пустыми продуктами. Это колбасы, сосиски, фастфуды и так далее. Картошка фри особенно. Какие полезные свойства у соли, помимо поддержания сердечно-сосудистой системы? Участвует в обменных процессах, связывает воду, образуется соляная кислота в желудке, участвует в сокращении мышц и участвует в поддержании кислотно-основного баланса. С точки зрения тибетской медицины, соль считается продуктом теплого и тяжелого свойства, поэтому употребление соли зависит от доши. В трактате тибетской медицины говорится о том, что люди конституции ветра могут использовать соль в нормальном количестве, потому что соль помогает успокаивать ветер, улучшает аппетит людям конституции ветра, согревает их организм и дает им тепло. Людям конституции желчи соль нужно употреблять умеренно. От природы очень подвижны, и они очень много потеют. И через пот теряется много соли, и нужно восполнять эту соль. Людям конституции слизи обязательно нужно контролировать количество употребления соли, потому что все негативные свойства этого продукта будут работать против них. Предвосхищая ваш вопрос про доши, я предлагаю вам посмотреть ролик у меня на канале про доши, либо пройти тест на сайте у нас, на сайте клиники, либо прийти ко мне или к любому доктору тибетской медицины для определения вашей доши. Какая же норма употребления соли в сутки? Всемирная организация здравоохранения регламентирует употребление соли 2 грамма натрия в сутки. Это примерно 5 грамм пищевой соли. Как понять, что в организме много соли? Первое и самое главное – это отечность. Если у вас постоянные отеки, возможно, у вас в организме много соли, и вы много употребляете соли. Повышение артериального давления. Возможно, у вас много соли, и у вас давление подскакивает на 1-2 пункта. Третье. Проблемы с повышенной кислотностью в желудке. Так как соль участвует в формировании образования соляной кислоты, это может быть следствием чрезмерного употребления соли. Четвертое. Постоянная жажда. Мы все знаем, что после употребления солений, соленые селедки, например, и наступает время, когда хочется все время пить. Вот я перечислил все симптомы, которые могут
указывать на то, что вы употребляете много соли. Но эти симптомы не являются абсолютными показателями повышенного потребления соли. Они могут быть связаны и с другими заболеваниями. Поэтому, когда вы их у себя обнаруживаете, вы можете просто первое, что сделать, уменьшить потребление соли и посмотреть. А дальше, конечно, лучше сходить к врачу, сдать анализы и выяснить все-таки, в чем причина вашего недомогания. Вывод. Не нужно насовсем отказываться от потребления соли. И не нужно злоупотреблять этим продуктом. Это и есть правильный подход к потреблению любого продукта. Будьте здоровы! Если вам интересны правила питания с точки зрения тибетской медицины, вы более подробную информацию можете найти в моем онлайн-курсе «Практика здоровья». Перейдите по QR-коду или по ссылке в описании к этому ролику.